Опа! Сейчас переведу. Привет и добро пожаловать на очередную реакцию со мной, с Ниной Скофилд, учительница по вокалу. Сегодня у нас в гостях Димаш Кудайберген с песней «Знай» на новой волне, и песня была выпущена в 2019 году. Получается, это было совсем недавно. Это одна из самых новых видео, на которые я сделаю реакцию. Я сделал уже довольно-таки много реакций на Димаша, и я постепенно делаю еще и другие. А в свою очередь я перевел 4 ее реакции, с этой будет 5. Итак, и как всегда, я без понятия, что ожидать от этой песни. Я вообще без понятия, но я знаю, чего ожидать. В плане вокала все, как и всегда, будет безумно. Вот настолько я знаю. Так, чего я не знаю, это то, чего ожидать от самой песни, какая она песня сама. Будет очень интересно узнать, какую песню он будет петь, в каком стиле будет петь. Наверное, попера, как и всегда. Будет ли эта песня похожа на СОС? Не знаю. Возможно, эта песня будет немного из этого жанра, немного из того жанра. Но перед тем, как начать, прошу вас, ребята, подписаться на мой канал, поставить колокольчик, и мы продолжим. «Знай». Новая волна, 2019. Поехали. Очень специфическое освещение. А вот и он. Выглядит хорошо. Пианино. Звучат традиционные инструменты. Ах, эти струны. Очень хорошо. Димаш уже выглядит так, как будто в нем полно эмоций, понимаете? Мне интересно, о чем же будет песня, и у меня включены субтитры. Эти ударники как сердцебиение. Поет он на придыхании. Здесь было немного микса. В конце вот этой последней фразы, в конце этой ноты, у нас был такой красивый, очень грудной голос, который медленно перешел на пение на придыхании. И там было немного микса. No, a little bit more chest. There we go. Вы только посмотрите на эту сцену. Очень умно. Музыка следует за мелодией. Очень интересно, особенно для Димаша, он пошел в нижние регистры. Просто зачастую я вижу, как он делает немного низких нот, а потом идет в средние или высокие ноты. И поэтому было очень интересно слышать, как он идет все ниже и ниже и ниже. Совсем другой вокальный тон. We've got this 16th shuffle pattern on the drums. Также есть некие движения в субтонах. Как только он начинает возвышаться, музыка тоже возвышается вместе с ним. Ага. Да, получается, мы фокусируемся на этих субтонах. И иногда это звучит немного крипово, не так ли? Пока что он не поет на полной своей громкости. У нас были некоторые изменения в динамике песни, но пока что не было огромного изменения в динамике. Но они придут, но попозже, я уверена в этом.
Я вообще не понимаю перевод этой песни, но я пытаюсь, поверьте мне. Здесь больше грудного голоса. У него всегда немного спущенная челюсть. Like that. Он играет со своим вокалом. Окей, я понял. Мы постоянно идем вверх по нотам. И по мере того, как мы двигаемся вверх по этим нотам и по этим секциям, он начинает давать нам больше звука в своем пении, больше мощи. И динамика в его вокале начинает проявляться. Он поворачивается вот так со своим грудным вокалом. A little vocal twist. Это уже был оперный стиль. I really like that melodic change. Он просто взял и открылся, не так ли? Oh yeah. Открытая челюсть. Очень хорошо. И вот тут в конце он не сфокусировался на своем вибрато. Это было больше похоже на рок-вещь, которую я видела в других его выступлениях. И в таких моментах я всегда думала, Димаш может петь все, что угодно. Ему не нужно быть в одном жанре. Просто у него такой голос, что он может петь любой жанр. И в песне, где нет рока, он может дать ощущение рока. А вот и та леди. Эта сцена феноменальная, не так ли? Огонь и синий цвет — это как вода и огонь, они противоположны. Битва их любви, я думаю. Очень гладко. Да, мне нравится, когда он делает такие традиционные вещи. И вообще, это является самым настоящим казахстанским традиционным пением или нет? Или он пел как бы джазовое пение? Или это было микс этих двух вещей? Мне просто показалось, что это было джазовое пение, и я этим насладилась. Давайте немного вернемся назад. Я думаю, что Димаш раздвигает границы. Love that movement. Я бы хотела уметь так делать. Это был назальный звук и техника с микрофоном. Он просто отводит микрофон назад, понимаете? Это был отличный пример того, как нужно правильно двигаться между своими регистрами, когда у тебя есть такой большой диапазон. Нужно сильно отпустить свою челюсть, чтобы с легкостью воспроизводить такие звуки. И если ваша челюсть будет закрыта, вы можете не угадать с нотой. Но Димаш всегда готов к такому. И я думаю, что это его отличительная черта от других певцов. Он хорошо владеет этой техникой, и как учитель по вокалу я очень ценю это. Мне нравится, как музыка комплиментирует ему. Opera. Oh. Hey. Again? Breath control.
О, и какая же тут концовка, вау. Знаете, я на такой стадии восхищения вокалом Димаша, что когда я слышу, что он делает что-то невероятное, я такое думаю, да-да-да, но его контроль дыхания, ха-ха-ха, понимаете? Но это не отменяет того факта, что это было невероятно круто. Если бы до этого времени я никогда не слышал о Димаше и посмотрел эту часть песни, я была бы очень сильно впечатлена. Давайте продолжим. So everything's come back down. Love the piano. Это же звуки воды. Видите? Синий цвет означает, что это вода. А, что, песня уже закончилась? Видите, из-за того, что эта песня длится 7 минут с чем-то секунд, я думал, что песня будет намного дольше, чем она есть. А, получается, что это не так. Ну-ка, посмотрим. А, он получает цветы, которые он заслуживает. Я даже не удивлена, что ему 2 минуты аплодировали. Круто, я очень насладилась этим выступлением. И если мне пришлось бы составлять список лучших песен Димаша, эта песня не была бы на самом верху. Мне кажется, что моей самой любимой песней Димаша будет песня SOS, потому что с этой песней я познакомилась с ним и познакомилась с его невероятным вокалом. Но что мне понравилось в этой песне, так это то, что сцена, музыка и его вокал соответствовали друг другу. И все эти вещи в совокупности очень важны, когда вы даете какое-то выступление. Очень важно взять свою аудиторию в путешествие, рассказывая историю. Конечно же, мне бы хотелось больше понять суть этой песни, потому что я плохо поняла перевод. И я знаю, что вы мне с этим поможете. Дайте, пожалуйста, мне знать, дайте, пожалуйста, мне знать, что дальше вы хотите услышать, и напишите в комментариях.